Привет, ребята! Сегодня я разговариваю с еще одним художником. Как интересно, да, у меня очень много художников в друзьях. И это Оля. И Оля сейчас нам расскажет, чем она занимается в жизни, что является ее профессией, да? Ребята, ну послушаем. Я даю слово Оле. Пожалуйста. Я расписываю стены, Просто стены? просто стены. Мгм. А в данный момент расписываю храм, церковь. Мгм. А можешь поподробнее рассказать, ты расписываешь стены снаружи дома? В основном внутри. То есть квартиры, да, или дома внутри? Квартиры или дома внутри. Так, а что ты рисуешь? А, Я рисую разное, то, что заказывают люди, то, что они хотят видеть у себя дома, пейзажи, Так, городские какие-то пейзажи, мгм. какие-то абстракции. Даже абстракции бывают в Иногда, заказах. да, бывают абстракции. Мгм. А скажи, пожалуйста, такой интересный вопрос. Кто обычно решает, вот когда заказывают, да, кто обычно решает? Полагаются на твое мнение, на советы, или все-таки у заказчиков уже есть видение того, что они хотят? У заказчиков есть приблизительное видение, но в основном они полагаются на мое. Да, на художника, да, на мастера, Да. то есть на тебя. Ну да. Да, а скажи, пожалуйста, вот картины, сюжеты того, чего ты будешь писать, ты берешь откуда-то или ты придумываешь это сама, ты берешь это из головы? Может быть, тебя что-то вдохновляет? Вот об этом немножко расскажи. К сожалению, в основном я уже беру готовые почти сюжеты, чуть-чуть их меняю, но мне бы хотелось самой придумывать сюжеты полностью и их воплощать, но это дольше, дороже, поэтому мы соглашаемся на более простой вариант. Понятно, то есть спрос, да, рождает предложение. Да, совершенно верно. Спрос больший на более дешевые, да, Да. экономичный вариант, Да, скажем так, да. да. Оля, а не могла бы ты сказать мне, вне рабочее время ты занимаешься искусством? Все время. Все время? У меня не хватает времени, потому что я хочу рисовать всегда. Мгм. Не жалко времени на сон, на еду, на встречи с друзьями, потому что я все время хочу рисовать. Ты рисуешь, это твоя потребность, это твоя духовная, Да. душевная Это потребность. моя радость, это мое все. Мгм. Очень интересно, да, ребята? Вот как профессия и хобби, да, и я не знаю, даже это не назовешь хобби. Это жизнь. Это смысл жизни, да, это часть жизни, как они переплетаются. Тогда такой вопрос. Если бы ты родилась снова и жила бы снова, ты бы выбрала другую профессию? Нет, 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 нет. Многие художники отвечают именно так на этот вопрос, сразу, не подумав. Нет, нет, нет. Да. Иногда я завидую самой себе. Ребята, вот, наверное, это мечта каждого, да, завидовать самому себе. И всем желаю найти дело, которое будет для них всем, потому что ты каждое утро просыпаешься с радостью, с желанием жить и Мне, делать это дело. мне кажется, я понимаю тебя, потому что вот как раз моя работа на YouTube и уроки русского языка — это именно то дело, которое вот дает мне тоже ощущение, которое ты только что описала. Здорово. Да, просыпаться по утрам и уже иметь кучу планов в голове, что я сегодня сделаю, да? Класс. А тогда, Оля, может быть, ты расскажешь нам немного именно о работе в храме? Вот скажи, труднее расписывать стены в домах, в квартирах, или писать иконы, расписывать храм? Что труднее тебе дается? Это даже не сравнить, насколько труднее расписывать храм Расписывать храм труднее. и иконы, потому что, во-первых, это требует определенной жизни соответствующей, во-вторых, это настрой определенного требует, это забирает вообще все твое внимание, все твои мысли, ты не можешь как бы на что-то еще вот То есть ты хочешь сказать, что для того, чтобы расписывать храм, нужно быть верующим человеком? Я знаю людей, которые, может быть, не очень верующие, но не расписывают храмы. И я не считаю, что это необходимое условие быть верующим. Это было бы здорово, если было бы так. Но я знаю людей, которые через роспись храмов и написание икон пришли к вере. Ого, даже Да, так. да. И это очень Мгм. здорово и радует. А вот сама ты пришла к вере в каком возрасте? Поделись с нами. Мне было 29 лет. 29 лет. А вот скажи, сейчас ты вот сказала, что ты верующая, ты носишь крестик? Конечно. Покажешь? Покажу. Докажешь? Пожалуйста. Да, как я говорила вам, ребята, да, православные христиане носят крестик. Спасибо большое, Оля. И такой необычный вопрос я тебе задам. Я всегда задаю этот вопрос последним. У нас такое короткое интервью.
Если бы этот день был последним днем твоей жизни, что бы в этот день ты хотела бы сделать? Вот представь себе, это последний день. Я позвонила бы всем людям, которых я знаю и вспомню, и извинила их бы перед ними. Попросила бы прощения. Для тебя бы это было самым важным для последнего дня. Да, но мне кажется, это отражает жизнь человека, и это отличает верующего человека, потому что распространенные ответы — это «я бы пустилась во все тяжкие, я бы попробовала то, чего я не пробовала, я бы сделала список». А, уже некуда пускаться. Не говори ерунды. Ты не была в космосе? Нет. Я, Ну, честно вот сказать, видишь. не стремлюсь. Я тоже, честно сказать. Слишком опасно. Мне и Зачем? тут хватает космоса, кругом космос. Да, в жизни много космоса. Ты готова к блиц-опросу? Я предупреждаю, что у меня есть блиц-опрос. Думаю, да. Да. Смысл блиц-опроса — отвечать не думая, отвечать быстро, Ага. да, но все-таки членораздельно, потому что у нас изучают Да. русский язык. Мгм. Да. Итак, море или горы? Море. Загорать на пляже или все-таки участвовать в экскурсии? Участвовать в экскурсии. Юбка или джинсы? Юбка. О, как быстро! Спасибо. Мальчик или девочка? Мальчик. Абсолютно лысый муж или очень толстый муж? Абсолютно лысый. Мгм. А теперь о тебе самой. Вообще не иметь волос или иметь кучу волос на теле, даже на плечах? Вообще не иметь волос. Я тоже за это, но почему-то все выбирают другое. Да, я не знаю почему. Продолжим тогда. Можно сбрить, но придется сбривать постоянно. Продолжим. Я просто Готовка? знаю, что это такое. Да, и больше не хочу в этом участвовать. Да-да-да. А ты, Настя, еще узнаешь. У нас тут просто Настя в интервью участвует. Продолжим. Кот или собака? Кот. О. Мгм. Готовка или уборка? Готовка. Все-таки больше любим готовить. Да. Мгм. День или ночь? День. Зима или лето? Лето. Оля, ты так быстро отвечаешь. Ты вообще не думаешь, как я и тебе и вообще сказала. не думаю, в принципе, Да, в жизни. и это действительно отражает твой внутренний мир. Потом ты переслушаешь, ты удивишься некоторым своим ответом. Может Да? быть, я Может не быть, знаю. может быть. Многие так говорят, я удивилась своим ответом. Мгм. Да, ну что же у меня еще было записано в моих блиц-опросах, я уже забыла. Дело в том, что у меня нет моей бумажки блиц-опроса, поэтому мы остановимся на этом. Видите, Очень ребята, жаль. экспромт, да, экспромт. Но спасибо тебе большое за интервью. Спасибо, Катюша. И мы сейчас посмотрим, как Оля работает как раз на росписи храма. Да. Ну ты же помнишь, я тебя сняла до этого. Я думаю, ты сейчас скажешь работу. Оля подумает, что я попрошу ее работать прямо сейчас, но нет. Спасибо тебе большое еще раз. Спасибо. Спасибо вам, ребята, что посмотрели Спасибо. это видео. Пока-пока. Пока.